Рассказывая о Краснодарском крае, распаковывая его для вас, невозможно не рассказать о Республике Адыгея. Я с удовольствием читал еще изданную до революции историю Кубанского края, про реку Кубань. Это река, которая течет не только по Краснодарскому краю, но и еще течет по Карачаево-Черкесии. И вообще она берет, насколько я помню, начало на склонах Эльбруса. В нее впадает много-много горных рек. Названа она в честь вождя племени. То есть эта территория давно называется Кубанью. Территория Кубани больше, чем территория Краснодарского края, если мы к ней относим все, что вокруг реки Кубань. Раньше была Черноморская область, это территория по побережью текущего Краснодарского края. И была Кубанская область. Вот из двух этих областей в обрезанном таком переформатированном виде и сделали Краснодарский край. История завоевания Российской империи и Кавказской войны черкесских племен, а Адыгея это часть большого черкесского братства племен, к которому относятся и жители Карачаево-Черкесии, Абхазии, и есть помимо Адыгеи еще адыги, которые живут на территории Краснодарского края. То есть это такая вот, я бы сказал, несколько искусственно созданное образование внутри Краснодарского края. И понятно, что во времена Советского Союза это образование не имело такого значения, как имеет сейчас. Вот. Но как рожденный в Краснодаре, человек, который много раз общался с адыгейцами, с адыгами, жителями Адыгеи, должен вам сказать, что это другие люди, другие, чем те, которые даже живут в Краснодаре, хотя Адыгея через реку Кубань. У них своя культура, очень сложный, уникальный язык. Они внешне отличаются от так называемых русских, потому что сложно найти обычного русского человека, чистокровного, и кого называть русским тоже вопрос. Но вот племен там было очень много. Вы по названиям станиц можете понять, как назывались племена. Там даже на территории черкесских племен жили и даже горские евреи, и армяне, и греки. Это была достаточно смешанная территория по национальному составу. Она, вот если говорить о территории Краснодарского края, эти племена делились на равнинных, которые жили рядом с рекой Кубанью. Например, есть станица, по-моему, Бжедуховская, да, вот она где-то там находится, и племя было Бжедухи, да. А были, вернее, племена, наверное, остались какие-то потомки тех, кто жил в горах. И они жили в горах до Черного моря. В большом количестве были разные племена со своими укладами. В общем, почитайте, поверьте, это увлекательнейшее чтиво. Лучше вам станет понятен характер черкесских племен, этого народа. Мне было приятно читать. Именно дореволюционное издание, потому что оно с идеологией, но все-таки эта идеология отличная от той, к которой мы привыкли. Но имейте в виду, что это все-таки издание, которое цензурировалось. То есть оно с определенной имперской идеологией тоже. Хватит об истории. В общем, Республика Адыгея, она имеет своеобразную такую форму, вытянутую от гор и потом дальше вдоль Кубани. Экономически Республика Адыгея
интегрированная в экономику Краснодарского края. И во многом получает, как я понимаю, преимущество от этой интеграции, потому что наиболее бурно развивающийся, в моем понимании, является район, который примыкает к Краснодару, к столице Кубани, столице Краснодарского края, поскольку самая западная часть Республики Адыгея находится как раз через реку от Кубани на юг. Ну, давайте вот в таком порядке и пойдем. Значит, есть Шапшукское водохранилище. Раньше оно было заброшенным, но последние годы его восстановили. Я много раз вокруг ездил. Люди с удовольствием покупают вдоль этого водохранилища дома, бывшие дачи. В общем, достаточно быстро развивается застройка вокруг Шапшукского водохранилища, потому что оно в какой-то степени курортное место, можно сказать. Хотя, конечно, его создавали прежде всего для культивации риса и, ну, наверное, рыбы, но в большей степени риса. Есть одна отличительная особенность Республики Адыгея, вернее даже две. Те, кто живут в Краснодарском крае давно или родился, как я, мы всегда называем солнечная Адыгея. И это, с одной стороны, климатическая характеристика Адыгеи, а с другой, скорее, и в том числе, характеристика, ну, скажем так, ментального настроя адыгейцев, адыгов. Это ребята, которые вот немножко как это испанцы или итальянцы, они любят наслаждаться жизнью, получать удовольствие от семейных связей, от больших каких-то мероприятий. В общем, кайфуют от жизни, если честно. И никуда не торопятся с другой стороны. Ну, а куда торопиться? В общем, солнечная Адыгея. Там действительно, сколько я помню, всегда, по крайней мере, в равнинных частях солнечно. Отличное сельское хозяйство за счет этого. И много воды, потому что рядом Кубань и притоки Кубани. Есть чеки, выращивается рис. Но давайте об экономике чуть позже. Давайте еще об одной особенности Адыгеи. Меня всегда поражало, почему в Республике Адыгея такое активное дорожное строительство. Ну там всегда что-то строится. Я ездил много раз через Адыгею к своим тогдашним родственникам в Карачаево-Черкесии. И как не заедешь на территорию Республики Адыгея, у них что-то обязательно строится по дорожной сети. Мосты какие-то развязки, вот они все время строят, что-то строят по дорогам. По моему мнению, в Адыгее лучшие дороги, чем в Краснодарском крае. И они все время в это вкладываются. Вокруг Краснодара я не знаю ни одного квадратного километра на территории Республики Адыгея, где бы не перекопали под строительство дорог. Я завис, потому что вспомнил одну историю про солнечных адыгейцев. Это чудесные люди, вот я же говорю, они отличные, они не такие, как мы. Значит, я разводился, ехал, и меня остановили. Я говорю, опаздываю на развод. Инспектор ДПС из Адыгеи, он вошел в понимание моей ситуации. Говорит, хорошо, езжай, но ты сильно превысил. Как-нибудь будешь ехать потом, остановись, поговорим. Ну, понятно, да, о чем. И отпустил. Вот. Мне кажется, что половина остановок ДПС в Адыгее, которая у меня была,
Они делали только ради того, чтобы пообщаться. Ну, скучно стоять людям. Тут остановил, поговорил и отпустил. Веселые ребята, очень. Не, я, к сожалению, бывал и в тяжелых случаях. Вообще, на самом деле, у ДПС в Адыгее сложная ситуация. У них много всяких транспортных маршрутов через республику идет. Особенности под Краснодаром. Вот. Но они стараются. Да. Были случаи с авариями на территории, не у меня, у родственников, на территории Республики Адыгея. Ну, я не помню какого-то негатива. Долго, да, но не помню, чтобы что-то там вымогали, взятки. Нет, взятки, да, вымогают. Я их не белю белой краской. Но это скорее у них повод пообщаться. И меня в большинстве случаев, когда видели, что я веселый парень, отпускали. Без взяток. Я вообще не помню, чтобы я инспекторам ДПС в Адыгее каких-то взяток давал. Провокации с их стороны были, ну, не помню. Поговорили, отпустили, вот так. Протоколы выписывали, да. Тут вопросов нет. Один инспектор в Адыгейске сказал на стационарную камеру висящую: «Мой конкурент». Там в Адыгейске висит камера, которая скорость фиксирует. И как-то мы с ним... А он меня в другом месте остановил, тоже под Адыгейском. Что-то мы заговорили про эти камеры. И он, ну, наверное, пошутил, сказал: «Мой конкурент», на висящую стационарную камеру. Ладно, прервались. Вот. Значит, после Шапшукского водохранилища, которое, по сути, недалеко от Краснодара находится, наверное, километров 10-15, есть 2 или 3 больших населенных пункта, которые, по сути, пригород Краснодара. Люди живут в этих пунктах, ездят в Краснодар на работу. Ну, в порядке с запада на восток. Это Старый Обжигакай, Новая Адыгея, поселок Яблоновский и чуть дальше НМ. Это все на Новороссийской трассе. И поэтому 2 моста, Тургеневский и Яблоновский, постоянно забиты, потому что люди, по сути, ездят из НМа или из Яблоновского в Краснодар на работу и обратно. Частных застройщиков там полно. Настроено многоквартирников там полно. То есть частные застройщики такие небольшие многоквартирники до 5 этажей, по-моему. Проблемы, я думаю, у них строились там, потому что земля дешевая. Плюс административные процедуры легче. Сами понимаете, как проходить. Я думаю, что у них есть проблемы с качеством застройки. Предполагаю. Наверняка есть проблемы с инфраструктурой. Но из-за того, что это густонаселенные территории, люди там покупали, чтобы сэкономить, потому что в Краснодаре дорого покупать. Я уверен, что эти территории будут развиваться в будущем. Яблоновский, Новая Адыгея в основном, НМ во вторую очередь, потому что потихонечку они превращаются в южный, но какой-то вот такой особенный пригород Краснодара. В Адыгее проще решать вопросы, если вы понимаете, о чем я говорю. Некоторые нормативные акты там действуют иначе. Поэтому некоторые компании регистрируются в Адыгее. Дальше есть более удаленные от Краснодара населенные пункты: Казет и Тахтамукай. Ну, Тулюстенхабль тоже рядом, но он маленький. И Казет маленький. Но к ним ехать надо еще. Тахтамукай — это большой населенный пункт.
Очень интересно расположен на берегу водохранилища, на горке. Ехать к нему чуточку дальше, чем до Инема. Несколько дорог, ну, если починили ту, которая вдоль водохранилища. И, в принципе, это такой большой населенный пункт, столица вот этого района Тахтамукайского. Я знаю, что люди живут там, ездят в Краснодар, ездят вокруг работать. Особенность вот этого южного подбрюшья Краснодара в том, что как по сути часть уже Краснодара, она густо населена, там много всяких промзон, много автосалонов, каких-то предприятий, теплиц. То есть земля там, я как полагаю, из-за чего такое бурное развитие? Из-за того, что, ну давайте открытым текстом, взятки давать там было проще, землю получать там было проще, она была дешевле, она на плоскости, от Краснодара близко, рабочей силы много. И вот эта часть, Тахтамукайский район, я уверен, что она будет развиваться просто вот в ближайшие десятилетия, потому что там оптимальное соотношение рабочей силы, стоимости владения бизнесом и его открытия. Плюс экономика завязана на Краснодар, на транзитные потоки через вот эту Адыгею, на эту часть Адыгеи, на Новороссийск. Дальше, следующий район, тоже который головой смотрит в сторону Краснодара, это район городской округ Адыгейска. Адыгейск это город, тоже на пригорке находится, над Краснодарским водохранилищем. До Краснодара там по прямой хорошая дорога, но ее всегда почему-то где-то там чинят. Летом там стоят пробки, если аварии на шлюзах Краснодарского водохранилища. Но опять же, из-за того, что это транзитная трасса М4 Дон проходит через Адыгейск, там есть чеки, там выращивают рис, рыбу. Это пригород Краснодар, распределительные центры, много людей, экономика завязана на миллионный город Краснодар. Поэтому Адыгейскому, вот вообще округу города Адыгейск, я тоже уверен, светит хорошее будущее. Там прекрасно растут помидоры в солнечной Адыгее. Вот. Ну, в общем, если вот хочется, то можно посмотреть и на Адыгейск. Все-таки город. Дальше пошли более, скажем так, удаленные от Краснодара за счет Краснодарского водохранилища населенные пункты вдоль Краснодарского водохранилища. Их много. Не буду их все перечислять. И они как бы расположены не обязательно все вдоль трассы, но обычно развиваются хорошо те, которые расположены вдоль трассы на Майкоп, потому что это проездная трасса, это торговля вдоль трассы. Но там есть и вообще в Адыгее сельхозпроизводство сильно развито. Тепличные комплексы, рыбоводство, выращивание риса. Опять же, к вопросу о Тахтамукайском районе. То есть вот сельское хозяйство в Адыгее, ну и за счет такого интересного климата, сельское хозяйство в Адыгее, вот в этой части Адыгеи, в западной части, вдоль Краснодарского водохранилища, по моему мнению, хорошо развито. Дальше есть часть Адыгеи, которую я бы назвал прилегающей к Услабинску. У нее голова уже повернута тоже вдоль южной границы Краснодарского водохранилища. Кстати говоря, если вам интересна историческая справка,
Краснодарское водохранилище сделано на месте вдоль реки Кубань. Северный берег, левый берег Кубани высокий. Южный берег, который на территории Адыгеи находится, он низкий. Построили Краснодарское водохранилище для того, в 70-е годы, для того, чтобы выращивать рис, потому что в Советском Союзе должно было быть все свое. Вот. Ради этого прекратили, в общем-то, нормальное функционирование гидросистемы реки Кубань. То есть, по сути, Краснодарское водохранилище и шлюзы — это стена на пути нереста рыбы. Одна из целей, которая соблюдается, якобы, это то, что водохранилище предупреждает затопление нижестоящих населенных пунктов, но, к сожалению, это скорее лозунг, чем правда. Потому что я прекрасно помню, как в начале 2000-х затапливала Славянск на Кубани, затапливала Темрюк, то есть, Темрюк в меньшей степени, Славянск на Кубани, да, населенные пункты по течению Кубани ниже Краснодара, ниже шлюзов, ниже водохранилища. Спорная идея, насколько нужно выращивать собственный рис в Краснодарском крае, но его по-прежнему выращивают. Я знаю, что ради создания этого водохранилища очень много именно черкесских старых населенных пунктов было затоплено. То есть, по сути, Краснодарское водохранилище сделано поверх многих населенных пунктов Республики Адыгея. Поэтому южный берег, он такой вот извилистый, потому что он низкий, и там затапливалось, по естественным границам. Вот. И на северном берегу сделаны укрепления, чтобы Краснодар не затопило. Вот так решили. Ладно. Значит, рядом с Усть-Лабинском, как понятно из названия, в устье реки Лаба находится город. Есть еще часть Адыгеи, которая ориентирована на Усть-Лабинск. Тоже крупный производитель сельхозпродукции в Краснодарском крае. И есть основная часть Адыгеи, которая вокруг Майкопа, я думаю, строится. Вот так можно условно ее назвать. Это прежде всего крупная станица Геогинская, крупная станица Ханская, считай, пригород Майкопа, сам город Майкоп. И я вспоминаю Майкоп, много раз туда ездил. Лучшие асфальтированные улицы. Он, в принципе, весь на плоскости находится, Майкоп. Там есть небольшая часть на возвышенности, но весь на плоскости. Лучше асфальтированные улицы. Какие-то аккуратненькие такие домики. Он частично многоэтажный, частично, в основном, частный сектор. Спокойный, очень спокойное движение, не такие пробки, как в Краснодаре. Тихий, уютный городок. Вот такое у меня воспоминание о Майкопе. Есть какие-то даже промышленные предприятия в Майкопе. Картонная фабрика, не знаю, работает, наверное, или нет, но была когда-то. Вот. Но в основном, конечно, как я понимаю, Адыгея — это производитель сельхозпродукции, транспортные узлы. И та часть Адыгеи, которая вот по равнине до Майкопа, то есть 3 ориентира, понимаете, да, это Краснодар, Усть-Лабинск и Майкоп. Все, что вокруг Майкопа. Есть горная часть Адыгеи, плато Лаганаки. Это уже Кавказский биосферный заповедник.
совершенно другой микроклимат, курортные места, люди туда переселяются, если хотят жить на полной такой вот природе, отличной даже от равнинной части. Ну, в общем, если вы захотите вот нетронутой природы, то добро пожаловать в горную часть Республики Адыгея. Там снег выпадает регулярно, замечательнейшие виды, нетронутая пока природа. Но это только если у вас есть сторонние источники дохода, и вы никуда не торопитесь, и вам не нужна медицина. Потому что хорошая медицина, относительно хорошая, есть вокруг Майкопа. Соответственно, около Краснодара, я знаю, что есть медицинские центры, допустим, в поселке Афипсип под Краснодаром. Ну, то есть, за счет близости к Краснодару вы всегда можете туда приехать за медициной, либо в Майкоп. Все остальное, Услабинск. Все остальное это крепкое здоровье, сторонний источник дохода. Если вы будете заниматься сельским хозяйством, пожалуйста. Республика Адыгея вас ждет. Насколько я знаю, требовать учить адыгейский язык в школах не просят, не требуют. Отношение к русскоязычным мега терпимое. Адыгейцы любят свои традиции, особенности вот эти большие семьи адыгейские. Но при этом они за счет вот такой вот, как сказать, вовлеченности, включенности в Краснодарский край, адыгейцы сильно ассимилированы с другими нациями. Поэтому с точки зрения терпимости к выходцам из других частей Российской Федерации, Адыгея, наверное, самая терпимая. Терпимее людей не найдете. То есть они сами интегрируются активно в экономическую и политическую жизнь Краснодарского края и Краснодара. И у себя в республике, я одно время работал с структурами Республики Адыгея. Много русскоязычных, много адыгейцев, они все прекрасно говорят на русском языке, естественно. Вот. И нет такого, что вас там будут считать человеком второго сорта. Это сообщность черкесских народов активно интегрировалась в экономическую, политическую и культурную жизнь Краснодарского края. Вот. Поэтому в Адыгее жить, с моей точки зрения, очень комфортно. В свою пользу вы можете использовать то, что, скажем так, не все законы трактуются на территории Республики Адыгея так, как в России. Бюрократические преграды с помощью взяток, давайте откровенно говорить, снимаются легче, чем в России. Поэтому, наверное, и бизнес вокруг Краснодара так растет именно так бурно растет именно в адыгейской части, потому что там проще решать вопросы. Я вам все рассказал. Одна из основных из проблем. Да, кстати, подпишитесь, напишите мне комментарий, что я забыл, о каком. Я через Адыгею ездил в Туапсе, в Горячий Ключ, понятное дело, да. Все ездят через Адыгею, когда ездят вообще на море, в Новороссийск. То есть мы даже не замечаем, что проезжаем через Республику Адыгею, если нас инспектор не остановит. Но еще раз говорю, инспектора в ДПС в Республике Адыгея это веселые, понимающие люди. Вот мое личное ощущение, что это веселые, понимающие люди.
И они вот меня как-то остановили, ну давайте честно, мы нарушали законы, мы использовали оружие в лесу. Вот. Законно зарегистрированное на меня, но в лесу. Тренировались стрелять, а не на стрельбище. И нас останавливает, видимо, за превышение скорости инспектор, просит показать, хотя краснодарские номера, просит показать багажник, и там ружья лежат, в разобранном виде, но ружья лежат. Он, я не знаю, что у него промелькнуло перед глазами, то ли повышение до генерал-майора, то ли новый дом, построенный в Яблоновском. Но вот у него было просто море радости. И когда я ему принес все свои разрешения на меня, как вот его захлестнула волна радости, так его захлестнула и волна горя. Потому что, что с меня взять? Хотя, на самом деле, если бы он захотел, он мог бы докопаться. Стволы были однозначно стреляные, вот, и вообще, на самом деле, как я теперь понимаю, лучше изучив закон об оружии, можно было бы раскрутить всю эту цепочку и к какому-нибудь там наказанию, соответственно, возможности дать ему взятку, меня могли бы подвести как владельца оружия, но не случилось. Вот. Просто отпустили. И я вспоминаю много-много случаев, когда останавливали, и я отделывался либо предупреждением, разговором, либо обычным штрафом, который вынесли с помощью протокола, постановления или просто протокола. Кстати, в Адыгее очень много камер видеонаблюдения установлено. Имейте это в виду. В этом плане Адыгея продвинутая республика. Так вот, минусы Адыгеи. Сезонный минус — это то, что по осени сжигают рисовую солому и дышать нечем. Это обычно с южной стороны Краснодара, вот там, где как раз Яблоновский, НЭМ, там чеки. Из-за того, что Адыгея находится ниже Краснодара, и вот обилие мелиорационных вот этих каналов, в Адыгее достаточно влажно. То есть туманы для Адыгеи, для той части, которая рядом с Краснодаром, это обычное дело. Естественно, раз влажно и тепло, то будут насекомые, комары. С другой стороны, до Краснодарского водохранилища развито рыбоводство. Есть несколько Шапшукского водохранилища, есть еще одно есть, забыл, как оно называется, и Краснодарского водохранилища. То есть в Адыгее очень много рыбы. За счет обилия водохранилищ, рисовых каналов, река Кубань, опять же. Но влажно. Ветра. Да, безусловно, Адыгею продувает ветрами, потому что плоскость. Я про плоскую часть до Майкопа говорю. Вот. Что еще? Жарко летом, не так, чтобы жарко, и может быть потому, что продувается ветерком, поэтому не так, чтобы жарко, и жарко, да, как на всей территории Краснодарского края. Опять же, из-за того, что это бывшие подтопляемые Кубанью земли, разливалась куда Кубань за многие тысячелетия. Как я понимаю, в Адыгее, вот в равнинной ее части, очень качественные земли. Поэтому там бурно сады, какие-то огороды, сажают сельхозкультуры массово. Вот.
Вообще продукты стоят в Адыгее, как я понимаю, вот такие сельхозпродукты стоят, и овощи, и фрукты дешевле. Знаменитый адыгейский сыр, да, кстати, рынок в Майкопе, это вообще культурное место, которое нужно посетить. Отличный выбор мяса, говядины, баранины. Ну, понятно, что адыгейцы, они мусульмане, они не едят свинину, по крайней мере официально, и не пьют алкоголь, ну почти. Рынок в Майкопе прекрасен. Просто заходите туда как на экскурсию. Адыгейский сыр, он по-разному делается. Бывают разные адыгейские сыры. Я видел, как человек съел адыгейский сыр и заснул. Настолько ему было хорошо. Но, кстати, все-таки я вам рекомендую покупать адыгейский сыр не на трассе, а на рынке. Так будет лучше. В общем, прекрасная республика, в моем понимании. К сожалению, уровень оплаты труда там ниже, чем в Краснодаре. В основном. Поэтому, если вы хотите комфортно жить в Адыгее, вам нужен источник дохода с более высокой ставкой оплаты труда. Желательно удаленный источник дохода. Если вы собираетесь развивать сельхозпроизводство, наверное, с ориентиром на Краснодар, наверное, Адыгея — это хорошее место, где это можно делать. Я предполагаю. Никогда не делал садов в Адыгее, но, наверное, это хорошее место. По крайней мере, хотя бы с точки зрения транспортной доступности, куда не поедешь, вокруг Краснодарский край, и если ехать на север или на юг, или на восток, можно выехать к крупному городу. Армавиру, Белореченску, Курганинску, что там еще, до Кропоткина можно доехать. Ну, естественно, Краснодар, Туапсе, Новороссийск. Куда ни плюнь, везде есть. Апшеронск, забыл, извините, и Хадыженск. Везде есть крупный город, куда можно приехать что-то продать на рынке. Все, рассказал вам про плюсы и минусы Республики Адыгея. Ну, один конспирологический слух. Когда-то ходили слухи о том, что вот Краснодарское водохранилище может прорваться, и тогда все, что южнее, все смоет. Ну, наверное, если такое событие произойдет, то да. Потому что там не даже планы эвакуации бессмысленны. Настолько большая будет волна. Ну, смотря что прорвется. Но, насколько я помню, последние 10 лет вот эту искусственную стенку водохранилища с южной стороны, с восточной, с западной стороны, да, со стороны Тлюстенхабеля, извините, это с южной стороны от Краснодара, хотел сказать. То есть вот эта искусственная насыпь, которая, собственно, сформировала Краснодарское водохранилище, эту насыпь укрепляли. И вообще я помню, что большие деньги вкладывались последние 10 лет в укрепление Краснодарского водохранилища. Оно, конечно, заиливается, потому что сносы горных рек. Но, в общем, если думать о том, что вас может смыть, если вдруг вы такой конспиролог, селитесь в Адыгейске. Адыгейск выше Краснодарского водохранилища, его не смоет. И вот все, что восточнее Адыгейска, тоже все останется. Вот. Но вероятность этого события, в моем понимании, достаточно маленькая. Почти ничтожна. Все. Всем пока. Ставьте мне лайки. А это обязательно писать комментарий. Обязательно написать комментарий, поставить лайк, потому что
С одной стороны, я буду понимать, что вам интересно и неинтересно, а с другой стороны, YouTube будет понимать, что я делаю годный контент и будет его рекомендовать другим. Конечно же, подписывайтесь, это понятно. Все уже в лесу ежики знают, даже в маленьком адыгейском лесу ежики знают, что нужно подписаться, поставить лайк и написать комментарий длиннее, чем одно предложение. Вот. Привет от ежиков. Пока.